Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Каждый раз, когда так начинаю видео, вспоминаю анекдот, когда мужик ходит по научно-исследовательскому институту и кричит: «Идея!» Все сбежались, что за идея у него, а он продолжает: «И где я нахожусь?» Так вот, вы на канале Поли Стич, а идея действительно есть. Не моя. Давно увидела, не знала, как подступить. Транспортира нет, циркуля нет, чтоб выкройку построить. Ой-ля, простите мой французский. Что там строить-то? Вспоминаем школьные годы чудесные. Для того, чтобы нарисовать угол 45 градусов, проводим диагональ в квадрате. А если нужен угол 60 градусов, то диагональ в прямоугольнике. А соотношение сторон 3:5. Элементарно, Ватсон. Вот оно, советское образование. И без всяких точных приборов. У меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. Так он 10 за полчаса так нарисует, не отличить от настоящей. А мы рисуем 2 перпендикулярных отрезка. Один 10 сантиметров, другой 6. Пересекаются они в серединке, под прямым углом. От точки их пересечения получаются отрезки 3 и 5 сантиметров. Соединяем их, и перед нами идеальный угол 60 градусов. И готова прекрасная выкройка, очень красивый ромб. Мне как-то в комментариях написали: зачем столько математических сложных слов? Ну, милые мои, перпендикуляр, он и в Африке перпендикуляр. Ткани у меня красивые, плотные. Это образцы мебельной ткани. Выпросила их в салоне мебели. Бывает такое счастье. Недостаток один. Маленькие кусочки и есть следы клея. Зато богатая цветовая палитра. А для сегодняшней работы нужно 3 оттенка одного цвета. Светлый, средний и темный. Детали ромбики приготовили. В качестве основы возьмем плотную мебельную ткань. Мне повезло, в тех образцах нашелся крупный кусок. Нам надо, чтобы все лежало очень ровно. Поэтому обозначим центр композиции. Самая верхняя точка будет на расстоянии 15 сантиметров от центра. Укладываем туда самый светлый ромб. Следим за тем, чтобы он лежал ровно на вспомогательной линии. Заколем булавочкой. А дальше уже идем к швейной машинке и просто пришиваем к основе. Строчку прокладываем примерно в полсантиметра от края. Смотрите сами, по своему материалу. Для подстраховки можно каждую деталь отстрачивать дважды. Второй шов в 1 миллиметре от края. У меня плотная, проклеенная мебельная ткань. Она не сыпется. Идеально делать такую аппликацию из кусочков кожи. Шов я делала простой, прямой. Зигзаг здесь не хотелось применять, он обычно перетягивает на себя все внимание. Но это, как говорится, дело вкуса.
Детальки-ромбы постепенно пришиваем по одной в соответствии с рисунком. Здесь главное, чтобы все укладывали ровно, плотно, ничего не перекосили и не сдвинули. Ориентируемся на соседние детали и на вспомогательные линии. Вот так постепенно вырисовывается рисунок. Ничего сложного. Глаза боятся, а руки делают. Многие зрители мне пишут, что после просмотра моих видео у них улучшается настроение на весь день. Боже мой, это такая ответственность, как в том анекдоте, когда ранним утром в Париже дворник метет улицу. Вжих, вжих. Из окна высовывается мужчина и кричит ему: «Месье, вы сбиваете с ритма всю улицу». «О, пардон, месье». Вжих, 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 вжих. Все для вас, мои хорошие. Заходите почаще. Не пошьем, так посмеемся. Конечно, у меня были разные варианты, что делать дальше с этой заготовкой. Думала и про сумку, и про панно, но потом поняла, хочу, чтобы на моем диване лежала такая интересная декоративная подушка с картинкой 3D. Поэтому просто прошила ее по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Срезала внутренние уголочки и вывернула. А потом плотно набила ее холофайбером и зашила потайными стежками. Сами видите, какой интересный рисунок с эффектом 3D у нас получился. Здесь кажется, что свет на кубике падает сверху. Вот эта грань самая светлая, а левая сторона равномерно освещена, а правая часть в тени, самая темная. Да, вот такие чудеса. Оптические иллюзии можно придумать из обычных лоскутков. Ловкость рук и никакого мошенничества. Я дала вам идею, а вы уже сошьете что-то свое, красивое и неповторимое. И еще, мои красавицы, жду вас всех в своих группах, в Одноклассниках, ВКонтакте и на платформе Яндекс.Дзен. Всем рада. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!